Всем привет! В этом году мы посмотрели большое количество фильмов, основанных на произведениях Стивена Кинга. Стивен Кинг является самым экранизируемым писателем. И в этом году мы уже посмотрели «Темную башню» по Стивену Кингу, мы посмотрели фильм «Оно». Не так давно я рассказывала о фильме «Игра Джеральда», фильм, снятый компанией Netflix. И также Netflix преподнесла еще один подарок. Не так давно состоялся релиз фильма 1922, также основанный на новелле Стивена Кинга. Чем фильм интересный, интересный ли фильм вообще? Мой папа сказал мне: обрати на этот фильм внимание, и я вчера этот фильм посмотрела. Спасибо огромное. Фильм очень интересный, фильм необычный, фильм не ужасы чистые и не триллер, а мне показалось, это как бы психологический триллер, наверное, с элементами ужаса. Фильм режиссера Зака Хилдича, и в ролях снялись актеры Томас Джейн в роли Уилфреда Джеймса, Лори Паркер сыграла жену Арлету Джеймс, и Ник Макдоналд сыграл соседа. Чем интересен этот фильм? История погружает нас в 1922 год, когда совсем были другие законы, и когда права женщин и мужчин значительно отличались, в отличие от сегодняшней ситуации. Фильм рассказывает нам о фермере Уилфреде Джеймсе, который, скооперировавшись со своим сыном, убивает свою жену и, соответственно, мать сына. Фильм психологический. В этом фильме рассказывается, что у человека есть как бы две изначально сущности внутри. То есть есть обычный человек, который общается, живет, и есть также темная сторона человека, которая нашептывает ему какие-то вещи, которые не всегда являются правильными. И это выбор каждого человека, какой человек делает выбор в своей жизни. И вот такой же выбор представился главному герою фильма Уилфреду Джеймсу. И, женившись на обеспеченной девушке городской, таким образом фермер увеличивает свое хозяйство, так как ей принадлежит большая часть земли. И в конце концов его жене надоедает жить в деревне, и она хочет продать часть своей земли и уехать в город, открыть там магазин с одеждой, с красивыми платьями. Он этого делать не хочет, так как он обычный фермер, деревенский парень. И, как говорится в фильме, вот в те времена, в 20-е годы прошлого столетия, для мужчины было главное это иметь много земли и сына. И Уилфред любыми способами хочет сохранить эти большие владения земли и остаться собственником. И также он не хочет потерять своего сына, потому что если жена уедет в город, она заберет с собой своего сына. И таким образом, подначивший каким-то образом подростка, сыгравший на его каких-то чувствах, которые он испытывал к соседской девушке, он подговаривает своего сына убить свою жену и его мать. Они ее убивают. После этого начинаются разворачиваться все события, которые, как говорится, приводят к не очень хорошему концу, потому что изначально главный герой, как говорится, выбрал не тот путь. Фильм очень хорошо снят, потому что история фильма идет от первого лица. Не настолько много диалогов, не настолько много актеров, насколько это именно разговор непосредственно, рассказ даже. Это не разговор, а рассказ главного героя о истории, которая произошла с ним и с его семьей. Очень интересно, потому что даже больше это монолог. И поэтому необычный фильм, и смотреть его достаточно интересно, так как он отличается. И я сама не читала 1922 новеллу Стивена Кинга, но экранизация со стороны вот этого монолога, который идет у главного героя, мне очень понравилось, и мне показалось, наверное, что многие, кто читал произведение, возможно, со мной согласятся. Если вы читали произведение 1922, напишите, и если вы посмотрели этот фильм, напишите в комментариях, действительно ли фильм хороший. Мне фильм показался очень хороший, и очень приятно, что компания Netflix именно взялась за произведения Стивена Кинга, экранизирует их, и вот в
вторая история, вот из недавних, вот буквально вот за этот месяц. Прекрасная экранизация, смотреть можно, я рекомендую всем посмотреть этот фильм. Фильм не страшный, он больше психологический, но был один момент, как раз когда он убивает свою жену вместе с сыном, тот момент заставил меня даже отвернуться. Вот жуткий момент. И еще раз напомню, что премьера состоялась 23 сентября этого года. Фильм уже доступен на различных веб-сайтах. Я оставлю вам ссылку на этот фильм под видео. Рекомендую всем посмотреть. Продолжительность фильма час 40, час 44. Так что рекомендую вам потратить один из своих вечеров на просмотр этого фильма, и мне кажется, вы не пожалеете. Этот фильм заставляет о многом задуматься, то есть раскрыты какие-то вот интересные темы. Мне кажется, любителям ужасов и любителям особенно психологических триллеров, я, кстати, очень люблю психологические триллеры, этот фильм будет как раз по вкусу. Так что смотрите, пишите потом, после просмотра фильма, пишите свои комментарии, что вы думаете об этом фильме, понравился или нет. Мне кажется, прекрасные актеры и прекрасная именно игра актеров. И, конечно же, прекрасное произведение Стивена Кинга. На сегодня все. Всем приятного просмотра. На сегодня все. Пока. Wow.